Всем привет, меня зовут Ксения Кук, и я рада вас видеть на своем канале. Сегодня я приготовлю классику французской кухни киш Лорен. Киш – это пирог или тарт на основе слоеного песочного теста с начинкой из грибов, куриного филе, сливок и твердого сыра. Кто-то умный сказал, что вдохновение – это не что иное, как прекрасная средь простого. А что может быть проще лайка и подписки? Вам не сложно, а для меня это огромный толчок и непрерывный источник моего вдохновения. Ну что ж, давайте начнем. Самое первое, что нужно сделать, это отварить 350 грамм куриного филе в подсоленной воде. Я наглашаю в каждом видео, что куриное филе отваривать нужно недолго. Вот оно только закипело, прошло минут 20-25 и все, варить его достаточно. А пока куриное филе готовится, я сделаю песочное тесто. Для этого мне понадобится 250 грамм муки, 40 мл воды, соль пол чайной ложки, 1 яйцо и масло сливочное 125 грамм. Все ингредиенты и приготовления, как всегда, находятся в описании под видео. Хорошо охлажденное, можно даже замороженное сливочное масло я натираю на крупной терке сразу в муку. Совсем слегка все перемешиваю и сразу вбиваю туда же яйцо, вливаю воду и добавляю соль. И сразу же начинаю все вымешивать руками. Ложкой и всякими приспособлениями, как по мне, хуже получается. Тесто долго не месим, чтобы оно не получилось твердое. Сразу оно стало однородным, мы сворачиваем его в такой комок и ставим в холодильник на 30-40 минут. Далее я приступаю к нарезке овощей. Помидоры черри и кресс-салат, это у меня для украшения, они нужны будут в самом конце. Грибы я нарезаю вот такими вот слайсами. Луковицы я буду нарезать на мелкие-мелкие кубики. Перед нарезкой уже можно разогревать сковороду. В сковороду наливаю масло и бросаю туда лук. Я его буду жарить до легкого золотистого цвета. Дальше я добавляю грибы и все хорошо перемешиваю. Где-то в середине готовки нужно грибы посолить и поперчить. Продолжаю тушить овощи на среднем огне до полной готовности и испарения всей влаги из грибов. Когда куриное филе уже сварится, мы его вынимаем, остужаем до такого состояния, чтобы его возможно было нарезать, не горячее, и нарезаем на вот такие вот кубики, небольшие. Тесто вынимаем из холодильника и начинаем раскатывать в корж круглый, примерно 30-33 см в диаметре. Толщина у коржа должна быть примерно 5-7 мм. Я подготовила заранее форму, у меня разъемное кольцо 24 сантиметра в диаметре. И вот таким образом я выкладываю тесто. Основу распределяем так, чтобы получились бортики примерно в среднем 8 сантиметров. Конечно, вот так раскатать сразу сложно, чтобы угадать с размерами, поэтому я немножко пальцами придавила, чтобы сделать более ровные края. Немного наколоть нужно вилкой и поставить в холодильник. А пока я приготовлю заливку. Для этого я беру сливки и всыпаю туда натертый на средней или мелкой терке твердый сыр. Сыр можно брать любой, который вы любите. Сейчас уже можно разогреть духовку до 180 градусов. Всыпаем начинку. Я уже добавила предварительно в грибы курицу. Помидоры черри разрезать пополам. Далее сверху на начинку я вливаю примерно 2/3 сливочной заливки. Совсем слегка я перемешиваю все ингредиенты в начинке. Сверху красиво распределяю маленькие помидоры. Сверху помидоров я вливаю оставшуюся заливку со сливками и сыром. Красиво распределяю, чтобы верхушка помидоров была видна. И отправляю в духовку наш пирог примерно на 45-50 минут выпекаться. После выпекания нужно оставить пирог остывать и только потом вынимать его из формы. Вот такой вот красивый получился мой киш Лорен. Он очень ароматный, невероятно сытный. 2 взрослых человека, я и муж, ели его 2 дня. И это невероятно вкусно, как в холодном, так и в теплом виде. Песочное тесто получилось таким слоеным, очень мягким и хрустящим. Киш Лорен можно готовить не только как повседневное блюдо, но как и праздничное. Я думаю, гости не останутся равнодушными и наверняка похвалят того, кто приготовил такой пирог. Если вам понравился мой видеорецепт, обязательно поставьте лайк. Также подпишитесь и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о моих новых видео. Желаю вам приятного аппетита. Пока-пока!